За окном 21 век, но природа не дает передохнуть медицине, преподнося все новые и новые загадки. Этот выпуск секретного досье будет посвящен загадочным и пока еще не разгаданным болезням. Здравствуйте, мои хорошие! В интернете нередко можно встретить списки загадочных болезней человека, пользующиеся довольно большой популярностью. Однако зачастую 99% заболеваний, упомянутых в них, не содержат в себе никаких тайн для современной медицины. По этой причине хочется представить вам свой рейтинг действительно таинственных болезней, над полной разгадкой которых наука еще только работает. Пятое место в нашем рейтинге можно по праву отдать синдрому мышечной скованности, который еще называют болезнью негнущегося человека. Заболевание начинается с легкого поражения мышц туловища и головы. Часто у больных наблюдается выраженная прямая поза тела. Они жалуются на дискомфорт и скованность по всей спине, усиливающиеся при напряжении или стрессе. По мере развития расстройства начинаются напрягаться мышцы конечностей, особенно в моменты испуга, удивления или печали, что сопровождается очень болезненными спазмами. Подобные приступы могут длиться несколько часов или даже дней. Стремясь избежать обострения, следующего за резкими движениями, больной старается передвигаться как можно медленнее. На последних стадиях спазмы и скованность охватывают подавляющую часть мышц, в том числе и мышцы лица и глотки. Страдающему от недуга становится крайне сложно есть, передвигаться и выполнять другие необходимые для поддержания жизни действия. В настоящее время точная причина этого заболевания неизвестна. Большинство исследователей склонны связывать его с развитием диабета или генных мутаций. Четвертое место рейтинга занимает так называемая болезнь Маргеллонов. А первые упоминания о ней появились в 2001 году в США. Благодаря тому, что тема болезни Маргеллонов была широко разрекламирована средствами массовой информации, на сегодняшний день самостоятельно поставили себе подобный предполагаемый диагноз уже более 12 тысяч человек по всему миру. Заболевшими описываются следующие симптомы: незаживающие язвы на теле, через которые наружу торчат разноцветные волокна, напоминающие волосы, паутинки, нити, гранулы, семечки и даже маленьких жучков. Иногда больные даже демонстрируют паразитов или волокна, извлеченные из-под кожи, которые на поверку оказываются волосками или отслоившимся эпидермисом. Самые часто предъявляемые жалобы – нестерпимый зуд и боли под кожей, неконтролируемые судороги, опухание суставов, провалы в памяти, выпадение волос и ногтей, слабость, трудности в общении, отчуждение от родных, депрессия, доводящая до мыслей о суициде. А большинство врачей, занимающихся этой проблемой, считают болезнь Маргеллонов сопутствующим симптомом различных заболеваний, начиная от паразитарных и инфекционных и заканчивая токсическими поражениями организма и психическими нарушениями. В немедицинских кругах высказываются и фантастические мнения о наномашинах, инопланетном эксперименте, влиянии ГМО и так далее. Поскольку точной причины развития болезни Маргеллонов не установлено, то проводят исключительно симптоматическое лечение. Применяются антибиотики, противопаразитарные и противогельминтные средства, а также обезболивающие и препараты, нормализующие психическое состояние, антидепрессанты и регуляторы поведения. В настоящее время болезнь Маргеллонов относят лишь к потенциальной патологии, поскольку ведутся исследования с целью выяснить, действительно ли человечество столкнулось с новой неизведанной инфекцией, или все эти проявления являются лишь симптомами уже изученных болезней. На третьем месте рейтинга расположился синдром взрывающейся головы, который представляет собой довольно необычное расстройство сна. У пациента непосредственно перед отходом ко сну или во время сна возникает ощущение громкого шума в голове, который как будто исходит из мозга. Больные описывают его как взрыв бомбы или выстрел, хлопок двери, рев зверя, крик или звонок. Некоторые пациенты сообщают о том, что наряду с громким звуком они ощущают и вспышки яркого света. Эпизоды этого расстройства могут вызвать у пациента большой стресс и ощущение страха. Количество приступов различно у разных больных.
Приступы могут возникать очень редко, а могут и много раз в течение одной ночи. Предположительно, возникновение данного синдрома напрямую зависит от усталости, длительного стресса, нервного перенапряжения. Некоторые исследователи связывают его с развитием заболеваний внутреннего уха или эпилепсии. Во время лечения пациентов с синдромом взрывающейся головы увеличивают время сна до 6-8 часов, советуют избегать стресса, напряжения, нормализовать режим труда и отдыха. В лечебных целях назначаются электросон, массаж, акупунктура, а также препараты, влияющие на фазу засыпания. Второе место рейтинга следует отдать такой широко известной патологии, как синдром войны в Персидском заливе, который наблюдается у солдат, вернувшихся после войны в Ираке. От этого синдрома страдает каждый пятый участник боевых действий со стороны антииракской коалиции. Симптомы болезни – усталость, кожная сыпь, боли в мышцах и суставах, головные боли, потеря памяти, одышка, проблемы с желудком. Существует множество теорий относительно причин возникновения данного синдрома. Неблагоприятное действие иракских песков, ядовитый дым от горящих нефтепромыслов, пестицидов, растворителей и других агрессивных жидкостей, воздействие химических отравляющих веществ, нервно-паралитических газов, оружие с использованием обедненного урана, посттравматический стресс. Однако точная причина развития синдрома так и не установлена до настоящего момента. Лечение проводится только симптоматическое. А теперь о первом месте нашего рейтинга, которое невозможно не отдать такому заболеванию, как шизофрения. Шизофрения – самое частое психическое заболевание. Многие медики небезосновательно считают ее самым загадочным из всех известных психических расстройств. Симптомы шизофрении довольно разнообразны. Галлюцинации, бред, сумбурная речь, отсутствие эмоций, излишняя возбужденность, агрессия, неуместные эмоции. Многочисленные исследования шизофрении по всему миру не привели пока к установлению конкретных причин и механизмов развития заболевания. Однако основную роль в ее развитии принято отдавать процессам, происходящим внутри организма. Одна из теорий предполагает, что в организме больных шизофренией образуются токсические продукты обмена веществ, способные вызывать нарушение нормальной деятельности центральной нервной системы. В течение длительного времени многочисленные исследователи предпринимали попытки выделить из организма больных шизофренией эти токсические соединения и изучить их свойства, но до настоящего момента они так и не увенчались успехом. Тем не менее, учеными четко установлено влияние генов в развитии шизофрении. Наличие достаточно близкого родственника, который страдает шизофренией, сильно увеличивает риск родить ребенка с подобными отклонениями. Наследственность этого психического расстройства составляет 70%. При лечении шизофрении используют инсулиношоковую терапию, терапию психотропными средствами. Назначают препараты, которые способны изменять на какое-то время патологические биологические процессы головного мозга. Параллельно с ними используется еще одна группа лекарств, которые эффективно корректируют настроение и поведение больного. Не болейте, ставьте лайки, пишите комментарии. Здоровья вам!